Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом котлет из куриного филе, без хлеба. Куриное филе само по себе достаточно сухое, поэтому сделать из него сочные котлеты довольно сложно. Но у меня есть несколько вариантов котлет из филе, которые получаются абсолютно не сухими и очень вкусными. Ссылки на другие рецепты котлет оставила в описании под видео. Сегодня предлагаю вам такой вариант. В составе котлет нету хлеба, а вместо него манная крупа, которая совсем не ощущается, поэтому можете смело их готовить. Для приготовления нам понадобится куриное филе примерно 500 грамм. Манная крупа 90 грамм, это примерно половина 200-граммового стакана. Репчатый лук, сливочное масло, 1 яйцо, соль, перец по вкусу. Газированная вода, либо ледяная, 100 мл. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Лук чистим, моем и также мелко нарезаем. Можно пропустить через мясорубку, а можно измельчить с помощью блендера. Готовый фарш отправляем в миску. Сливочное масло нужно предварительно охладить в морозильной камере. Так его будет легче измельчать на мелкой терке. Добавляем к фаршу 1 яйцо, перемешиваем. Сливочное масло нужно для наибольшей сочности, так как филе абсолютно не жирное и масло идеально вписывается в рецептуру. Манная крупа, перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. Для большей воздушности в фарш добавляю газированную воду, но если вдруг такой не нашлось, возьмите просто ледяную. Тщательно перемешиваем. Я еще добавила для вкуса немного сухого чеснока. Хорошенько все перемешайте. Для того, чтобы во время жарки котлетки не трескались, фарш нужно хорошенько отбить. Он получается жидковатым, поэтому оставляем его на 15-20 минут для набухания манки. По истечении времени фарш станет гуще, и из него будет проще лепить котлеты. Руки смочите в холодной воде. Формируем небольшие котлеты. Делать их можно круглыми или овальными. Решать вам. Это дело вкуса. Раскалите сковороду с растительным маслом. Заготовки выложите на сковороду. Жарим на среднем огне. Когда нижняя сторона хорошенько зажарится и станет золотистой, переворачиваем на другую. Жарятся котлеты около 3-4 минут с каждой стороны на небольшом огне. При желании можно накрыть крышкой. Очень вкусные, сочные, румяные куриные котлеты с манкой готовы. Куриные котлеты с манкой – это вкусное питательное блюдо. Манная крупа добавляется в фарш, пропитывается мясным соком и за счет него набухает. Сам фарш становится пышным и немного рыхлым, а котлеты, приготовленные из такого полуфабриката, всегда получаются сочными, мягкими и румяными. Их можно обжарить в сковороде или запечь в духовке. Если вы готовите для деток, лучше запеките. Сливочное масло придает сочность и приятный сливочный привкус. Кстати, я готовила такие котлеты и без добавления сливочного масла. Получалось также вкусно. Рецепт приготовления очень простой, а блюдо великолепное. Обязательно рекомендую приготовить. Делюсь простым рецептом приготовления куриных котлет в духовке. Такие котлеты будут просить еще и еще. Готовится очень просто, из доступных продуктов, а вкус просто замечательный. Нежные и сочные в середине и потрясающе хрустящая корочка. На подготовку уходит минимум времени, а в итоге получаются сочные и очень вкусные котлеты. Нам понадобится фарш, хлеб или батон, молоко, лук, чеснок, картофель, соль, перец и панировочные сухари. Для фарша я буду использовать куриные бедра. Котлеты получаются плотные, сочные и очень вкусные. Можно, конечно же, использовать филе или любую другую часть курицы.
Лук придаст котлетам сочности, а чеснок – аромат. Количество этих ингредиентов вы можете регулировать по своим вкусовым предпочтениям. У батона или хлеба отрезаю корочку. Нарезаю мякоть небольшим кубиком и заливаю молоком. Так хлеб размягчится, наберется жидкости. Перемалываем все ингредиенты через мясорубку. Хлеб я не отжимала и перекручивала в самую последнюю очередь. Солим, перчим фарш по вкусу. Я еще иногда добавляю один средний картофель, измельченный на мелкую терку. Все тщательно перемешиваем и немного отобьем фарш. Он получается очень густым и ароматным. По такому же рецепту котлеты можно жарить, но у нас сегодня рецепт котлет в духовке, поэтому рассказываю дальше. Панировочные сухари готовлю сама. Хлеб режу на небольшие брусочки, затем отправляю в духовку при температуре 180 градусов и выпекаю до румяности. Остывшие сухари отправляю в плотный пакет и измельчаю с помощью скалки. Получаются очень ароматные, намного вкуснее магазинных панировочных сухарей. Берем небольшое количество фарша в ладони, еще раз отбиваем и формируем котлету. Обмакиваем со всех сторон в панировочные сухари и отправляем на противень, смазанный растительным маслом либо засланный пергаментной бумагой. Дополнительно каждую котлету смазываем растительным маслом. Это добавит им сочности и румяности при выпечке. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов на 30 минут в режиме подогрев вверх-вниз. Время выпечки зависит от вашей духовки. Времени может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Вот такие котлеты получаются. Если вы хотите более поджаристую корочку, в конце приготовления включите подогрев только вверх и оставьте в духовке еще на 5-7 минут. Ароматные сочные котлеты перекладываем на тарелку и сразу подаем на стол. К ним отлично подойдут запеченные овощи, картофельное пюре, рис, горох или гречка на гарнир и легкий овощной салат. Вкусные домашние котлеты, или как правильно их назвать, ленивые колдуны из картофеля с фаршем. Готовятся они достаточно быстро и несложно. Благодаря добавлению в фарш сырого картофеля колдуны получаются очень вкусными, сочными и сытными. Подавать их можно с гарниром или нарезкой из свежих овощей. Приготовьте ленивые колдуны на обед или ужин, и я уверена, они придутся по вкусу всей семье. Для приготовления нам понадобится фарш. У меня куриный. Картофель берем такое же количество, как и фарша, 600 грамм. У меня получилось 4 средних клубня. Сырую картошку, очищенную от кожуры, натираем на мелкой терке. Можно прокрутить ее в мясорубке. Луковицу также измельчаем на терке. Обязательно отжимаем от сока и добавляем к фаршу. Солим, перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем. Добавляем одно яйцо и снова перемешиваем. Из фарша влажными руками формируем котлетки овальной или круглой формы. На сковороде сильно разогреваем масло, выкладываем в него котлеты, обжариваем на достаточно сильном огне примерно минуту.
до образования аппетитной коричневатой корочки. Аккуратно переворачиваем и также около минуты жарим с другой стороны. Готовые ленивые колдуны перекладываем в форму для выпечки. Добавляем примерно 100 мл кипяченой воды. Накрываем крышкой либо фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов тушиться на минут 25-30. Вкусные, сочные, ленивые колдуны из картофеля с фаршем готовы. Они отлично сочетаются с гречкой, рисом, макаронами, картофельным пюре. Также хорошо подавать их со свежими овощами, зеленью или салатом. Стоит один раз попробовать, и вы эти котлеты будете готовить всегда. Очень вкусно, сытно и сочно. Сегодня готовим одно из моих любимых блюд, которые я часто готовлю для своей семьи, но видеорецепта на канале пока нету, поэтому исправляюсь и сейчас подробнее все расскажу. Главным ингредиентом этого блюда является гречка. Перебираю ее, промываю под проточной водой. Заливаем холодной водой в пропорциях 2 к 1, то есть на 1 стакан гречки берем 2 стакана воды. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим 15-20 минут. Во время варки перемешивать кашу не нужно. Готовность гречки можно проверить, проведя ложкой по дну. Если воды там нет, значит кастрюлю можно снимать с плиты. Одну половинку куриного филе нарезаю небольшим кубиком. Количество мяса и гречки в этом блюде можно изменять по своему вкусу. Можно положить больше мяса или наоборот больше гречки. Измельчаю с помощью блендера. Измельчаю одну луковицу и добавляю к мясу. Также перебиваю блендером. К остывшей гречневой крупе добавляем 1 яйцо. Ее можно не измельчать, просто так перемешать и все. Но мне нравится более однородная структура фарша, поэтому я перебиваю блендером до однородности. Добавляем сюда измельченный фарш с луком. Солим, перчим по вкусу. Я еще люблю добавлять сухой чеснок. Перемешиваем. Мокрыми руками берем фарш и формируем котлетки. Сначала чуть отбиваем, затем придаем форму. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 10 небольших котлет. Панируем их в муке и обжариваем на растительном масле с 2 сторон до золотистой корочки. Вторую луковицу нарезаем небольшим кубиком и обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем морковь, тушим овощи, периодически помешивая пару минут. Теперь выливаем томат. Готовлю я его сама, ссылку оставлю в описании под видео. Солим, перчим, тушим все вместе пару минут. Если у вас томат с кислинкой, добавьте 1 столовую ложку сахара, без горки. В сковороду с соусом выкладываем гречаники. Я еще добавляю лавровый лист. Накрываем крышкой и доводим до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут. Подавать можно как самостоятельное блюдо, но в моей семье очень любят кушать такие гречаники с картофельным пюре. Гречаники, приготовленные по этому рецепту, получаются аппетитными, сытными и очень вкусными.
В них чувствуется легкий привкус гречки. Его прекрасно дополняет кисло-сладкий соус, в котором готовились гречаники. Друзья, очень рекомендую приготовить вам это блюдо. Оно прекрасно разнообразит ваше еженедельное меню и придется по душе всем, кто любит гречку. Хочу предложить свой вариант рыбных котлет. Их можно делать из любой крупной рыбы, но вкуснее всего они получаются из толстолобика. Для приготовления необходимо всего 2 ингредиента – рыба и лук. Соль, перец по вкусу. У рыбы отрезаем голову, хвост, плавники. Отделяем филе от кости. У меня получилось 2 филейки весом 200–300 кг. Теперь необходимо отделить мясо от кожи и измельчить его. Многие хозяйки рекомендуют пропустить мясо через мясорубку дважды. Так кости легко измельчатся и практически не чувствуются в готовом блюде. Я предпочитаю очищать вот таким простым способом. Это чуть длиннее по времени, чем мясорубка, но если моему ребенку попадется хоть маленькая косточка, он кушать рыбные котлеты не будет. Поэтому мамочкам на заметку такой простой лайфхак. Рыба мягкая, кость легко и быстро очищается. Нож не обязательно должен быть острым. Фарш готов. Для приготовления я беру 2 луковицы среднего размера. Одну мелко режем и добавляем к рыбному фаршу. Вторую луковицу также режем мелким кубиком и обжариваем минуты 2-3 в небольшом количестве растительного масла на среднем огне. Пропускаем через мясорубку рыбу, лук, по желанию можно добавить чеснок. Готовый фарш тщательно перемешиваем и отбиваем. Солим, перчим по вкусу. Формируем котлеты. Берем небольшое количество фарша. Отбиваем в ладошках и формируем котлету. Размер определяйте сами. Учитывайте, что большие котлеты готовятся дольше. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до румяной корочки. Переворачиваем. В конце приготовления можно накрыть крышкой. Если вы беспокоитесь, что котлеты плохо прожарились, прогрейте их в микроволновке 5 минут. Готовые котлеты выкладываем на бумажные салфетки, чтобы впитался лишний жир. Вот такие вкусные и очень сочные котлеты у нас получились. Готовить котлеты из толстолобика по такому рецепту можно на пару или в духовке. Приготовьте, не пожалеете!